Привет, друзья! С вами канал «В путь-дорогу» и я, Валерий. Мы сегодня приехали с вами во второй по порядковому номеру посещения курорт Кавказских минеральных вод, город Железноводск. Слышал о нем множество лестных слов, о том, как в последнее время занимаются его благоустройством, какой прекрасный его парк. Известные во всей России такие минеральные воды, как Славяновская и Смирновская. Погода опять сегодня паршивая, поэтому больше внимания уделю парку и минералке. Попробую попробовать воду из всех источников и поделиться с вами, надеюсь, полезной информацией. Начнем мы с вами осмотр Железноводска с курортного озера. Оно располагается у подножья парка. Парк дальше вверх со всеми бюветами. Сейчас обойдем его по кругу и потом пойдем уже к источникам. Жаль идет дождь. Выглядит оно, озеро я имею в виду, более чем достойно. И кабинки для переодевания. И вот такие роскошные полуострова из дерева с поручнями для того, чтобы спускаться в озеро. Я так понимаю, купаться здесь разрешено. А вот нырять нет. Вода теплее воздуха, и поэтому над ней стелется туман. Хотел бы я оказаться здесь в жаркий погожий денек. Смотрите, какие штучки питьевые. Я уж не знаю, минералка течет, нет, но в Пятигорске я таких не видел. Нет, это просто питьевая вода, но тем не менее забота о людях чувствуется даже в таких мелочах. Для взрослых вот такие лежачки у озера. Для детей куча разной всякой приблуды. Есть информация на информационных стендах, что этот фонтан светомузыкальный, расположенный в центре озера. Но проверить мы этого, к сожалению, не сможем сегодня. Эти платформы для купания разные. Видимо, сделаны в виде листьев. Потому что вот этот дубовый, а вот дальше кленовый. Конечно, отдельно взятый парк — это не город целиком. Но из таких мелочей складывается впечатление о городе. Пока я просто в диком восторге. В диком, поверьте. Кто-то очень любит сполоснуться. Пожалуйста. Бесплатные душевые. Гуляю в этом парке. Я пока один. Людей нет от слова совсем. Бесплатный общественный туалет в парке. Да еще с графиком уборки, как в Макдональдсе. Ну, ребята, это высший пилотаж. Спасибо всем, кто эту красоту построил, кто организовал и придумал, и кто не разломал. Всем спасибо. Это просто бомба. Если бы у каждого в городе было такое место, я думаю, появилось бы больше счастливых людей. Под крышей очень хорошо гулять. Я бы снял дождевик, но надо идти дальше. Горы Железной, возле которой расположен Железноводск, даже не видно. Сказывается низкая облачность. А я знал, что здесь хорошо, но не думал, что так. А рядом еще одна крытая галерея с мостками для купания и лавочками. Можно сидеть, релаксировать и иногда окунаться. Здесь я сегодня один день, но обещаю вам и сам себе, что я обязательно сюда вернусь. Видно, что те, кто сделал этот парк, организовал здесь все так, любят свой город, а не просто освоили деньги. Таких же ребятишек с имитацией под траву я видел в парке Дальняя Круча в городе Павлово.
у нас в Нижегородской области. Как же здесь красиво! Эта башня называется «Сердце Железноводска». А вы знаете слово, в котором содержится 7 гласных букв «ы»? Велосипедисточка. Скажи, чего ты хочешь? Да, действительно топор. А мы сейчас с вами, друзья, подойдем к острову Гулливера. Ну, Гулливером буду я, а вокруг меня будут горы, окрестные горы. Гора Железная. Сегодня ее мы можем увидеть только на макете. Если это не гора Змейка, тогда мне двойку по географии. Она. Машук узнает любой по телевизионной вышке на вершине горы. Кстати, из-за этого она является, по-моему, самой высокой телевышкой в Европе. И, наверное, самая красивая гора в окрестностях Пятигорска – Бештау. В переводе с тюркского это обозначает 5 вершин. Именно Бештау дала название городу Пятигорск. Мне очень нравится этот рукотворный остров. Ну классно же, классно. Это финишная точка прогулки вокруг озера. Сюда мы еще вернемся, ибо здесь стоит моя машина. А пока топаем в парк, источники нас ждут. Батюшки, слона-то я и не заметил, чертов Гулливер. Под горой Железной, Железноводск во всей красе. Чуть не прошел мимо. Озеро и островок, на котором мы сейчас находимся. Сегодня, наверное, это лишнее, но все равно. Фонтан радует глаз, даже несмотря на дождь и плохую погоду. На площади выложено название элементов, которые содержатся в местной воде. Железо – феррум, самыми большими буквами, ибо Железноводск. Железноводск прям оттяпал себе бренд, кружечку для питья теплой минеральной воды. Молодцы! Видите, самый верх этой лестницы. Я тоже не вижу, но нам туда. Если вы до сих пор не почувствовали прелесть этого места, то значит, я что-то делаю не так, потому что оно прелестно. А я пошел спортом заниматься. Первый бювет у нас на пути, бювет «Книга». Судя по отзывам людей, которые я читал, он самый вонючий, с большим количеством сероводорода. Фух, как это не удивительно, я такую воду очень уважаю. Она прекрасно сказывается на пищеварительном тракте. Именно такая вода лечит язву желудка и гастриты на ура. Поэтому можно полюбить этот запах. Перед употреблением водички, думаю, надо освободить мочевой пузырь. И я созрел. Пока делал свои дела, слушал композицию «Одинокий пастух». Таких туалетов я еще не встречал. Скажите, а это знаменитая вонючая вода, да? Она для чего конкретно полезна или общее такое? Огромный список всех хронических гастритов, язвы и так далее. Вот. Кишечника. Класс. То, что всем практически нужно. Про бювет «Книгу» могу сказать следующее. Вода мне очень понравилась. Она, наверное, самая вкусная, которую я попробовал. Она с сероводородом, но его немного. И, как я и говорил, она помогает при язвенной болезни, в общем, все, что связано с пищеварением. Когда поднимаетесь по лестнице, есть возможность прочитать о полезности минеральных вод Кавказа.
немецкий доктор Гаас, который исследовал и доказал полезность кавказских минеральных вод. Здесь на лестнице, оказывается, за вас еще считают сожженные килокалории. Очень мило. — 262 ступеньки железноводской лестницы. Это, безусловно, немало. Но это не мыс Фиолент. Лермонтов мне очень импонирует. Жаль, что прозы у него очень немного. А Пушкин вообще дома не сидел, постоянно по России перемещался. Куда ни приедешь, а он уже там был. Вот еще один человек, без которого кавказские минеральные воды трудно себе представить. Их освоение. Кстати, отвечал за войну на Северном Кавказе. И вел ее очень успешно. А там наверху вообще какой-то большой фонтан бьет. Сейчас мы туда с вами поднимемся. Узнаете произведение? Каменный цветок. Как сказал бы кто-то, милота. Минус. Это и есть профит от подъема по этой лестнице. Вкус ее не произвел на меня того впечатления, которое я рассчитывал. Он какой-то такой кисленький и железистый. Хотя я посмотрел вот по составу, железа может там не очень много. Хотя я не знаю, что такое много железа в воде или мало. Оно есть, и привкус очень явственный. Мне такая вода не нравится. С орлами здесь, на Кавказе, полный порядок. А мы сейчас идем пить воду, именуемую славяновской. По своему содержанию полезных микроэлементов она очень похожа на карлварскую воду. А если вы знаете, в Чехии практически нет гастрозаболеваний. Именно потому, что вода, которую добывают на территории Чехии, вся минеральная и очень полезна для этого. Несмотря на то, что они в еде не воздержаны. Оба. А в этой ротонде карта звездного неба. Большие выдумщики в Железноводске. А вот и наш бювет. С той самой водой, о которой я вам только что рассказывал. Людей-то здесь поболее всех. Водичка огонь. Славяновская вода, которую мы сейчас пили, очень-очень приятна на вкус. Не горячая, а сильно теплая. Пьется прям как бальзам, как будто она елей какой-то, как будто она очень густая. Я в большом восторге. Вы видели количество людей вокруг. Создайте железноводский сувенир своими руками и заберите с собой. Как я уже сказал, вокруг горы Железной существует несколько пешеходных троп, теренкуров. И я очень бы хотел прогуляться, но не погода. Сегодня не погода. Влажность 99% и холодно 12 градусов. А народу-то прибывает и прибывает.
какое-то чудовище. И не подписано, кто это. Сейчас буду разбираться. Это Пушкин. По-моему, в жизни он посимпатичнее был. Я бы сравнил Железноводск с Карловыми Варами не только по составу минеральной воды, но и просто по обустройству, по питьевым галереям, по количеству народа даже. Очень-очень достойный курорт получился. Дворец эмира Бухарского. Такой эмир, который настроил себе дворцов везде. Очень красивый у него фасад. Крутить это яйцо я даже попыток делать не буду. Оно очень тяжелое. Покровская церковь находится в здании бывших ванн, поэтому в ней находится бювет с минеральной водой. А вот из Лермонтовского бювета пить не рекомендую. Как будто водопроводная вода прошла через ржавые трубы. Вообще невкусно. Не ощущается ничего, кроме ржавчины. Слышал, железистая вода нравится тем, у кого в крови не хватает железа. Дальше Лермонтовского бювета я не стал двигаться. Возвращаюсь к машине. Памятник доктору Гаасу сделал из машукского травертина. Это горная порода серовато-желтого цвета с большим количеством оттенков, который образуется в результате испарения и минерализации карбоната кальция. Вытекающая минеральная вода из глубин горной породы образует высокой прочности туф. Самые известные здания, построенные из травертина, это Колизей Римский и собор Святого Петра в Ватикане. Так что камень известен с давних пор. Единственный минус Железноводска, который я нашел, он был при попытке забронировать здесь жилье на одну ночь. Очень дорогие квартиры, очень дорогое съемное жилье. Все 6 дней мы живем в Пятигорске. Город побольше, очень много жилья сдается, цены намного ниже. И в Кисловодске, и в Ессентуках, но самые дорогие квартиры в Железноводске. В остальном же городок превосходный. Все понравилось. С вами был Валерий. Пока.